Привет, друзья! В одном из предыдущих выпусков я рассказывала о грандиозном 7-недельном путешествии из Москвы до озера Байкал на поездах. И говорила, что из той поездки у меня есть еще пара историй. Так вот, сегодня одну из них расскажу. Еще я говорила, что ездила в то путешествие с другом-иностранцем, если быть точнее, англичанином. И вот, когда эта идея путешествия возникла и стала материализоваться, у моих родителей по нарастающей стали проявляться признаки очень большого волнения, очень большого беспокойства. Они мне говорили: «Боже, куда вы едете? Одни, на поездах, с палатками, так надолго, так далеко. Ты молодая девушка, он иностранец, Россию не знает, по-русски не говорит». К слову, он немножко говорил, и один раз его знаний хватило, чтобы спасти нас от опоздания на очень важный автобус. Родители продолжали: «Вас убьют, изнасилуют, ограбят. Боже, боже, боже». Потом, когда уже стало понятно, что путешествию точно быть, дискурс родителей сменился на следующий. Они стали говорить: «Вы должны быть очень бдительными. Ценные вещи всегда иметь с собой. По улицам после 21 часа не шататься, с незнакомцами не разговаривать. И вообще посылать нам сообщения каждые полчаса и днем, и ночью». Общий посыл был такой: на каждом шагу вас будет подстерегать какая-то опасность. Люди, которые вам будут встречаться, будут иметь в отношении вас недобрые намерения. Вы едете в странствие, в неведомые земли, обитаемые драконами и бог весть кем еще. Держите ухо востро. Ну, понятное дело, что это, в общем-то, весьма объяснимая реакция родителей, которые отправляют детей в длительное, дальнее, самостоятельное путешествие. Мы с другом, конечно, понимали, что они нас накручивают, но, тем не менее, им удалось в меня заронить зерно настороженности. И я была настроена на то, чтобы быть действительно очень бдительной, осторожной во время поездки и сделать все возможное, чтобы миновать пещеры драконов. Путешествие началось. Первые 10 дней прошли отлично. Мы побывали в Самаре и Уфе, и из Уфы через маленький городок Белорецк отправились в конное путешествие в Башкирию. Конный поход прошел на ура. Одноглазая моя лошадь не подвела меня на галопе, и другу тоже сменили седло до того, как у него стерлись до основания прилегающих к седлу места. Это все правда, но я иронизирую. Поход действительно прошел чудесно. И вот мы снова в Белорецке. Мы с другом и наши новые знакомые из похода, молодая пара из Москвы, мы направляемся на вокзал, чтобы возвращаться в Уфу. Знакомые, та пара, сразу пошли на вокзал, а мы по пути решили зайти в местный магазин, обычный продуктовый. Тут нужно еще сказать, что мы с другом в маленьких городках, в деревнях, на вокзалах обычно привлекали к себе внимание. Ну, во-первых, мы выглядели не как местные, как обычные туристы, глазели по сторонам, смотрелись как чужаки. Во-вторых, за неимением других опций, мы между собой разговаривали по-английски. У друга русского языка хватало только на обрывистые, но очень экспрессивные монологи в чрезвычайных ситуациях. И зрелище это было экзотичным для местных жителей, и они на нас смотрели обычно. И вот мы в продуктовом в Белорецке. Я изучаю прилавок. И вдруг чувствую всей спиной, на меня кто-то пристально смотрит. Мне стало аж не по себе. Я оборачиваюсь. На входе в дверях стоит парень лет 16-17, высокий, такой крепкий. И на меня просто в упор смотрит. Смотрит и ухмыляется. И, как мне показалось, ухмыляется как-то не по-доброму. Мне это не понравилось. Стало не по себе. Проходит какое-то время, а я решила сделать вид, что я этого не замечаю, и продолжаю как будто бы смотреть на прилавок. Но при этом немножко смотрю по сторонам, чтобы вообще понимать, что происходит. Так вот, заходит второй парень, такого же возраста, такой же комплекции, довольно такой крепкой. Первый ему что-то на ухо говорит, пару слов, и тот второй становится немножко поодаль и также просто пристально в упор начинает смотреть то на друга, то на меня. И с такой же ухмылкой, какой-то недобрый, какой-то подозрительный, не знаю, какой-то опасный. Я реально стала как-то напрягаться. Невольно в голове возникли слова родителей о грабителях, насильниках и все в таком духе. Не поверите, но на этом месте, в этот момент
возник третий парень, такого же возраста, примерно такого же вида, с дерзким взглядом, с какой-то наглой манерой. И также они перекинулись парой слов, и тоже он встал, и также, абсолютно так же стал нас сверлить взглядом, ухмыляясь, как-то с вызовом, дерзко. Мне показалось, что они выглядят как такие местные оторвы, местные даже, я бы сказала, отморозки, и что они, возможно, что задумали что-то нехорошее. Это сквозило во всей их манере. Мне это очень не понравилось. Я была в большом напряжении. Во мне крутились слова родителей. Я помнила о том, что должна быть очень бдительной. И я подумала, что не нужно испытывать судьбу, не нужно играть с огнем. Нужно как-то побыстрее уже из магазина переместиться на вокзал. Там уже наши знакомые сидят, и там как-то, мне казалось, более защищенное место. Я говорю другу, давай уже пойдем на вокзал. И когда мы выходили из магазина, эти трое без какого-то стеснения также в упор на нас смотрели пристально. И кто-то из них насмешливо, так с вызовом, вот очень дерзко, очень как-то неуважительно сказал что-то вроде «hello». Мы вышли. Темно, почти ничего не видно, на улице ни души. Благо, недалеко было идти до вокзала, мы ускорились на всякий случай. И вот добрались до вокзала, зашли, ура, вроде обошлось без инцидентов. Там действительно сидели уже наши знакомые, пара вот эта. Но других людей не было. Не было ни пассажиров, ни работников. Наверное, кто-то был в кассе все-таки, наверное, был какой-то дежурный, но я их не видела. Вокзал был пустой. Девушка встала и пошла в другую часть вокзала, там что-то смотреть. И вот мы сидим втроем. Я, мой друг и наш новый приятель из похода. Мы сидим, и вдруг я поднимаю взгляд и вижу, что входят на вокзал та троица из магазина. И с ними еще 2-3 парня, очень похожие на них, с тем же самым дерзким взглядом, с такой наглой, расхлябанной походкой. И они входят, ищут глазами что-то, кого-то, видят нас и твердым шагом направляются всей этой толпой к нам. Подходят впритык просто, становятся таким тесным полукругом и просто нас зажимают в такое тесное полукольцо. Стоят, ничего не говорят, и вот так вот сверху вниз на нас, так же, как в магазине, в упор смотрят. Пристально. Мне это очень не понравилось опять. Наш приятель из похода с бегающими глазами, с растерянным видом встает и, полукрадучись, как-то просачивается в другую часть вокзала, вроде как в поисках своей девушки. Я в шоке была от такого малодушия, от того, как он нас бросил в такой странный, критически опасный момент. Мы сидим, окруженные этой оравой, в упор на нас дерзко смотрящих, и судорожно думаю, что нам делать. Кричать на весь вокзал, не знаю, звать о помощи, или, может быть, что-то им сказать грубое, резко, агрессивное. В голове круговорот мыслей, среди которых обрывки страшных родительских слов. Жду, в общем-то, самого худшего, вся в напряжении. Ну, очень странно то, что происходит. И тут один из них, вот тот первый из магазина, также бесцеремонно на меня глядя в упор, говорит мне: здравствуйте, а вы туристы? А вы откуда? А ваш друг иностранец? А он откуда? А вы у нас первый раз? И тут они все, наперебой, друг друга перебивая, начинают говорить: ой, у нас так мало туристов, ой, у нас, наверное, ни разу вообще иностранец не приезжал, ой, а вам у нас понравилось, а какими судьбами? И так далее, и тому подобное. Я чуть не рассмеялась от облегчения, от радости, от умиления. Мы стали разговаривать, я переводила. Оказалось, что они все родились в Белорецке. В следующем году они заканчивают школу, и один едет учиться в военное училище в Москве, другой в Санкт-Петербургский университет, третий чуть ли не в Московскую консерваторию, четвертый в какой-то вуз в Екатеринбурге. И им страшновато от того, что придется уехать из города, и у них миллион вопросов про вузовскую систему, про жизнь в Москве, потому что я из Москвы. И они полны такого трогательного волнения. И я
с большим удовольствием с ними разговаривала, потому что у них была очень интеллигентная, очень вежливая речь. И я с удовольствием отвечала на все вопросы, рассказывала все, что знала, и в том числе рассказывала про наше путешествие. Было очень тепло, очень душевно, не хотелось даже расставаться. Мы так сидели до последнего, потом сделали фотографии прощальные и на их телефоны, и на наши, и уже в последний момент отправились к поезду, по ходу обмениваясь бурными пожеланиями всего наилучшего и всякими теплыми напутствиями. И когда наш поезд трогался, они стояли на платформе, на перроне и махали нам рукой. Вот такое трогательное, неожиданное и теплое воспоминание связано у меня с Белорецком.